Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня вашему вниманию я подготовила свою юбку. Она сейчас на мне. Вы можете ее подробно рассмотреть. Идея этой юбки заключается в том, что я избежала боковые швы. И эта юбка с одним швом сзади и с одной выточкой, которая формирует сзади кокетку. Почему возникла идея именно такой формы юбки? Потому что, во-первых, в моей юбке я соединила две ткани. В нижней части юбки это эксклюзивная ткань в полоску. Полосу создает органза и плотная основная ткань. А верхняя часть юбки из основной костюмной ткани. Имея такое сочетание двух тканей и в нижней части такую вот интересную ткань с органзой, мне захотелось исключить боковые швы. Ну и также, имея четкую полосу, мне хотелось, чтобы эта полоса проходила по низу юбки, не прерываясь, не переходя в плавные линии, чтобы это была четкая, ровная полоса. И такого решения я достигла, убрав вообще боковой шов и переведя боковую выточку и заднюю выточку в единственную выточку, создав такую легкую трапецию внизу, легкое расширение. Ну вот, в принципе, идея этой юбки сейчас вам понятна, на мне вы увидели. Она без пояса, на обтачке. Здесь как бы ничего лишнего. Здесь просто интересная композиция двух тканей. В данной юбке мы видим и мини, и миди в одном изделии. Достаточно такое интересное, провокационное решение, так как многие клиенты, приходя ко мне в ателье, просят: Владанна, сделай так, чтобы я выглядела молодо, сексуально, оригинально. Вот в данном случае на мне пример подобной юбки. В принципе, простая, легкая трапеция к низу, но за счет сочетания таких интересных тканей получилось достаточно оригинальное решение. В заднем шве у меня расположена молния, и внизу я сделала разрез для удобства в движении. В модных тенденциях сегодняшнего дня кружево. И вот кружево – это роскошно, красиво, благородно. И вот подобную юбку я вижу также в исполнении из кружева, с красивым, к примеру, интересным купоном по низу. В верхней части мы нашу кружевную юбочку садим на подкладочку или же на футлярчик. И вот подобный красивый вариант у нас возможен из кружева. Также может быть юбка, переходящая в платье с подрезом по талии, кружевное. То есть это уже ваша фантазия, ваше индивидуальное желание. Сейчас мы с вами обратимся к моей выкройке, и вы еще раз посмотрите на нюансы нашей юбки, нюансы в крое. Мы видим мою выкройку. Здесь мне для юбки понадобилось
отрез ткани длиной метр, ровно метр, а ширина нам нужна 1,40 м. То есть эта ткань со сгибом. Сгиб проходит по переду нашего изделия. Вот мы видим такая красивая выточка, которая приходит на боковой шов. То есть это конец выточки нашей находится посередине между спинкой и передом по боковому шву. И в эту выточку она в себя вобрала боковую выточку и выточку на спинке заднюю. Также за счет того, что я соединила перед со спинкой, у меня часть выточки я дала раскрытие на низ нашего изделия. Получается, что низ юбки моей 1,40 м, вот в половина 70 сантиметров, а верх юбки 45, талия 90 сантиметров. Но это конкретно на мой размер 54. Вот я могу вам нарисовать схематично наш перед и нашу спинку с выточкой. Так вот, вы видите перед и спинка, схема. Между ними всегда образуется боковая выточка, боковой шов. Я убрала боковой шов, совместила, и у нас вот это вот место начала боковой выточки, вот эта точка. Здесь задняя выточка, она вошла тоже в эту выточку, а боковая частично, половина ее пошла на раскрытие нашего низа, то есть я раскрыла вниз. Получилось, что когда я соединила перед, и у нас получилась вот такая картинка. То есть я вот эту вот выточку я перенесла вот сюда. Часть пошла сюда и часть пошла сюда. Вот эти выточки закрылись. За счет того, что выточка закрылась, у нас линия по спинке пошла вверх. Но опять же, вы на своей основе юбки индивидуально каждый под свою фигуру может это построить и проделать. Здесь мы по нижней части можем разместить купон, или же, как у меня на моей ткани, ровные полосы выходят. Вот до расстояния 37-40 сантиметров вот здесь у меня проходит ткань, которая не просвечивающаяся. В данном случае, если кружевная юбка, здесь может заканчиваться ваш чехол. Или же, опять же, зависит от вашей фигуры и вашего роста и ваших желаний. В принципе, юбка может быть вся на подкладке. Или же вообще эта форма может быть из однотонной ткани. Это тоже будет красиво, выразительно смотреться, потому что здесь интересная деталь, это вот эта вот выточка, которая формирует на спинке такую интересную кокетку. Выточка начинается от верха на расстоянии, ну вот в данном случае 8,5 сантиметров. Так. По талии 90 сантиметров, но это не совсем талия, это немножко заниженная талия.
Длина нашей выточки 28 сантиметров. Это конкретно по моей юбке и по моим бедрам. Вы можете промерить объем бедер, объем талии и уже под свою фигуру подкорректировать вашу выкройку. Дополнительно можно добавить 2-3 сантиметра, чтобы уже потом точно на примерке все на себя посадить. Вот в нашем заднем шве здесь будет проходить молния. Потом опять же на высоте, удобной для вас, вы найдете место разреза. В моем случае эта высота делится, юбку я разделила длину на 2, то есть по заднему шву у меня 102 сантиметра, то есть где-то на высоте 50 сантиметров, ну можно 55, здесь будет наш разрез. Юбка простая, с одной выточкой, с одним швом. Все максимально просто. Данная схема на стандартную фигуру, но бывают различные исключения. Но, к примеру, достаточно большие бедра и тонкая талия. Тогда неизбежна еще необходимость в создании выточки, которая, на мой взгляд, может параллельно нашей большой выточке возникнуть где-то вот со стороны спинки, опять же к боковому шву, что-то такое диагональное может получиться. Но это уже муляжным способом на вашей фигуре вы должны эти все нюансы построить под себя индивидуально. Вот такая схема, такая идея. Достаточно простая юбка, которую за 2 часа с раскроем можно пошить. Эта схема и эта выкройка, она удобна для эксклюзивных тканей, в которых нам хочется сохранить их целостность, в которых есть какой-то интересный узор, или же какая-то фактура, или же просто кружево, которое вот не хочется разрезать. Поэтому вот как раз для таких эксклюзивных необычных тканей такая интересная выкройка и идея, где мы можем сохранить низ, ткань, если это купон, где мы обходимся одним задним швом. И такой оригинальной выточкой, которая как деталь украсит нашу юбку. Вот такой вариант, который я хотела с вами сегодня рассмотреть, поделиться с вами. Надеюсь, вам она понравилась. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, не стесняйтесь. Я с удовольствием на них отвечу. Всего вам доброго, до новых встреч!